как истинный болельщик Спартака. Сплю в красно-белых трусах. Поддерживаю эту команду много лет, в любые времена. А вот на матч не хожу, а не по вечерам, когда у меня спектакли. В последний раз был на трибуне в 1988 году, наша сборная играла с Румынией. Мне было тогда 12 лет. Есть у меня и любимые игроки, правда, они уже постарели. Лучшим, на мой взгляд, за всю историю команды был Федя Черенков, но его уже нет с нами. Чтобы не поправляться, меньше ем, больше двигаюсь, не посещаю гламурные вечеринки, ведь там обязательно придется выпить, а алкоголь – это прежде всего калории, к тому же пробуждается аппетит. Так что лишь изредка позволяю себе бокал красного вина. Не хотел бы оказаться на МКС. Так как боюсь высоты. В самолете то я подвздехиваю, на взлете и посадке гортань прилипает к тазобедренному суставу, а в космосе вообще обделаюсь. Кстати, самое тяжелое в работе – летать на гастроли одному, когда ни с кем поговорить, отвлечься. Если бы жил в 2068 то мне было бы 92-го года. Никогда бы не подумал, что в 42 годах буду справлять нужду на обочине. А куда деваться? В России проблемы с туалетами. Бывает, едешь на машине, и на 300 километров ни одной кабинки. Даже на заправках есть продукты, коврики для машины, банкомат, а туалета нет. Вот и приходится бегать в кусты. Особенно непередаваемые ощущения испытываешь, когда дело происходит на севере и за бортом -40. Струя застывает. Самое сложное в воспитании дочек – объяснить, почему к папе на улице подходят посторонние люди и просят сфотографироваться. Старший, Эмилия, 11, и она понимает, а 7-летняя София каждый раз недоумевает. Откажу, если дочки попросят меня переехать в дом престарелых. А если серьезно, обе дисциплинированные и послушны, нам с женой даже не приходится что-то запрещать или в чем-то отказывать им. 17-летний сын Никиты планирует стать хорошим человеком. С профессией пока не определился. Может, поступит на программиста, круто понимает в компьютерах. Или станет артистом, продолжит актерскую династию. Жена не дает мне заботиться о самом себе. Есть такое негласное правило – присматривать друг за другом. Я слежу, чтобы Лариса тепло одевалась, выходя на улицу, она, чтобы я шел на работу в выглаженной рубашке. Недавно в театре подруга Маша Аронова спрашивает, Ларка уехала куда-то? То есть по внешнему виду сразу поняла, собирала не жена. Не ношу колготки. Не мужское это дело. Термобелье, изредка, если съемка зимой на морозе. Можем поспорить с Ларисой из-за того, кто повезет девочек в школу. Но по-доброму, ведь мне это занятие в радость. В детстве родители за занятости редко водили меня на уроки, а так хотелось. Будет здорово, если дочки запомнят такие милые моменты. Благодаря кудрям могу сделать укладку одним взмахом руки. С такими волосами не надо причесываться.
Вот недавно проснулся в поезде Арзамас, Москва, посмотрел в зеркало, пошурудил пальцами, и готово, прилично выгляжу. До колтунов, конечно, не довожу, иногда в ход идет расческа. Не люблю, когда посторонние люди ведут себя как близкие. Радуюсь, если после выступления подходят, берут автографы, но не переношу хамство, когда хлопают по плечу, мол, привет, Мишка, пойдем бухнем. Или как-то в поезде попутчик приглядывался какое-то время и выдал: «Ты это, актер?» Я утвердительно кивнул, на что тот говорит: «Сыграй что-нибудь, а?» Мечтаю, чтобы на мой спектакль пришли Роберт Де Ниро и Аль Пачино. И досидели до конца.